Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Сегодня у меня для вас подготовлено увлекательное и интересное видео, которое, надеюсь, понравится каждому из вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А мы начинаем. В глубинах дремучих лесов, где таились загадочные территории современных провинций Сычуань и Юньнань в Китае, северо-востоке Индии, в Непале, Бутане и севере Бирмы, сокрыто было удивительное существо, которое долгое время оставалось тайной для большей части мира. Это красивое и редкое животное, несущее на себе таинственное имя Красная панда. Местные жители называли его огненная лиса или кошачий медведь, в то время как непальцы дали ему имя Пунья, что привело к привычному названию панда. Долгие века мимо этого удивительного создания проходили лишь некоторые племена, хранившие его существование в тайне. Но все изменилось в конце 18 века, когда о животном услышали европейцы. История началась с отважного английского генерала по имени Томас Хардвик. Он служил в далекой Индии и во время одной из своих захватывающих поездок на север страны встретил эту загадочную красоту. Необычная окраска и причудливая внешность поразили его воображение, и генерал приказал отловить живое существо и привезти его на показ в Дели. Так началась настоящая сенсация. Внимание высокооплачиваемых индусов и европейцев было привлечено к этому необыкновенному созданию. Красная панда стала объектом желания, и многие мечтали заполучить такую. Впоследствии бравый французский путешественник Фредерик Кювье привез пару красных панд в Европу. Он представил их под загадочным латинским именем, что можно перевести как «сверкающая кошка». Таким образом, Кювье стал первооткрывателем, уступив пальму первенства Хардвику. Теперь, благодаря смелым путешественникам, тайна Красной панды была разгадана. Ее удивительная красота и редкость продолжают привлекать восхищение людей со всего мира. Это существо стало одним из символов дикой природы, напоминая нам о том, что еще много тайн и загадок, которые ждут своих открывателей в этом удивительном мире. Несмотря на скромные размеры, она обладает уникальными чертами, привлекающими взгляды всех, кто смело идет ее встречать. Панда уступает своему более известному кузену в размерах в несколько раз. Напоминая крупную домашнюю кошку, ее тело без хвоста составляет 65 сантиметров, а масса достигает 6 килограмм. Вот такое маленькое чудо великих лесов. Ее хвост заслуживает особого внимания, длинный и густой, украшенный светлыми поперечными кольцами. Этот хвост не только красота, но и секретное оружие панды. Он помогает ей легко балансировать на ветках и без труда перепрыгивать с дерева на дерево. И такая грация в движениях ее поражает. Взгляните на нее внимательно. У панды плотное приземистое телосложение, заостренная мордочка и короткие, но очень цепкие лапы с острыми когтями. С этим вооружением она способна забираться на самые верхушки деревьев, даже на те, которые кажутся недосягаемыми. Окрас панды просто изумительный, сверкающий рыжеватый мех на верхней части тела, переходящий в темные тона внизу. И обратите внимание на ее глаза, ушки и кончик мордочки. Благородный белый цвет придает ей особую изящность. Среди вершин высоких деревьев, где таится панда, простирается ее неповторимый дом. Здесь она чувствует себя по-настоящему комфортно, ведь рядом всегда есть бамбуковые заросли, ее главный источник питания. В своих уютных гнездах в дуплах старых деревьев панды проводят дни, сохраняя тепло, завернувшись калачиком и прикрывшись своим пушистым хвостом. Они ловкие и проворные атлеты деревьев, но земля не всегда их лучшая подруга. Кормиться, конечно, приходится на земле, но здесь панды выглядят несколько неуклюжими. Но это для них не помеха, ведь главное удовольствие – это угощение. Основное меню – молодые листья и побеги бамбука, которые панды тщательно пережевывают, чтобы усвоить ценные питательные вещества. А иногда, чтобы разнообразить рацион, они рискуют и поедают фрукты, коренья, грибы и даже яйца птиц. Такие забавные создания предпочитают соло-жизнь. Самцы занимают территорию в 2 раза больше самок, но они довольно миролюбивы и конфликты из-за территорий случаются редко.
Однако, когда чувствуют опасность, панды готовы встать на задние лапы, раскрыть рот и издать угрожающий носовой звук. Это их способ защититься от врагов, среди которых главный – снежный барс. Хитрые панды ловко укрываются на деревьях, избегая столкновения. Их голос тонок и нежен, словно щебет птички. Этот звук поднимает настроение и делает встречу с пандой еще более волшебной и удивительной. Такая маленькая красавица, покоряющая деревья и сердца всех, кто с ней встречается, остается загадкой для многих. Малая панда – настоящая жемчужина природы, напоминающая нам о том, что в мире еще есть места, где таится удивительная красота и величие дикой природы. Малая панда достигает половой зрелости в 18 месяцев, а ее сезон размножения наступает в январе. Интересно, что эмбриональное развитие у нее имеет латентную фазу. Перед родами самка тщательно выбирает укромное место для своего гнезда, часто предпочитая дупло или расселены между скалами. В ее помете обычно появляется 1-2 детеныша, которые лишь на 18-й день после рождения открывают свои глаза и через 2-3 месяца наконец покидают свое гнездо. Подростки остаются с матерью до следующего года, получая заботу и защиту. На сегодняшний день осталось всего около 10 тысяч малых панд в природе. Эти прекрасные создания оказались в заложниках своих собственных потребностей, так как их выживание зависит от специфических климатических условий и определенного состава леса. Однако численность популяции малых панд стала низкой в первую очередь из-за уменьшения и разрушения их естественных мест обитания. Необдуманная вырубка лесов привела к тому, что обширные территории, которые когда-то населяли малые панды, теперь разделены на несколько изолированных областей. Для минимализации влияния человека на популяцию малых панд и для сохранения в дикой природе было создано более 80 природоохранных территорий, которые покрывают весь их ареал. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если у вас есть какие-либо вопросы или идеи для будущих роликов, пожалуйста, оставляйте их в комментариях ниже. Не забудьте подписаться на канал, так вы будете в курсе всех новостей. Берегите природу и до новых встреч!